Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Загляни в будущее, узнай, к чему все идет. Февраль, март месяц, момент перехода между прошлым и будущим, поворот судьбы. И надо сказать, что события за счет планетарных транзитов могут словно уплотнять нам это пространство. Нам может казаться, что мы на выборе. И вполне вероятно, так и есть и на самом деле. Мы можем где-то чувствовать, что сейчас именно что-то решается, очень важное в нашей жизни. И поэтому нам себя придется адаптировать к той ситуации, которая сложилась. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той карты, которая выпала. И вот у нас две колоды карт. Первая – 78 дверей. Это метафорические карты. И принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты, и каков ключ. Вторая колода – это у нас Таро. И если первая будет говорить именно о событиях, внешний мир, то вторая колода – мир внутренний. Вот давайте с вами и узнаем момент перехода между прошлым и будущим. Планетарно может быть конец февраля с заходом на март месяц, но и где-то в течение марта могут быть разные турбулентности. Это не обязательно, что это что-то такое нехорошее, турбулентности, да, если мы говорим это слово. Это больше с позиции неожиданности, но, может быть, нас пространство подталкивает сделать какой-то важный выбор, а мы все не решались. Возможно, и больше будет информации для этого самого выбора. Давайте узнаем. Энергии февраля, и мы достанем 3 карты. С чем это будет связано? И достанем энергии марта. Тоже 3 карты. Момент перехода, если мы сказали с вами, вот как раз этот момент перехода или те события, которые происходят в феврале и с событиями в марте, как нам нужно связать? Или что для нас будет важно? К чему все идет в конечном итоге? Следующая карта у нас будет называться «Что либо уходит из вашей жизни, либо вы сами от чего-то отказываетесь, пересматриваете, может быть, реструктурируете, трансформируете, одним словом, видоизменяете». И вторая карта: в чем ваша сила, в чем ваш успех, что вам больше и лучше удается. И третья карта у нас будет: что будет дальше, какое продолжение следует. Итак, энергии февраля, первая карта. Изучение, работа, освоение новых навыков. Кстати, рост вашей популярности по 6 мечей – это работа на дому, работа в интернет или заявить о себе в интернет. Неважно, какая ваша профессия. К примеру, вы имеете в профессию, которой вы занимаетесь, вы профессионал, долгий период времени, ну, значит, о себе заявить как специалиста, может быть, стоит подумать. Для кого-то из вас это вообще иметь возможность работать из любой точки мира. Нам буквально показан человек, который работает за компьютером. И я должна сказать, удивительно совпала карта, потому что планетарно как раз именно такой период, мои дорогие. Заявить о себе миру или явить себя миру. Именно на вашу популярность больше направить своей энергии. Может быть, пересмотреть свой имидж, вот такое тоже. Я могу предположить, сломайте себе словом какой-то шаблон и построить, может быть, и новую концепцию вашей стратегии и тактики по части работы. Или дополнительный заработок, пассивный доход. Вы можете что-то изучать, если ваша профессия далека вот от работы за компьютером, имеется в виду с сетями или с интернетом, или какие-то новые технологии, цифровые технологии, искусственный интеллект. Ну, можно долго продолжать. То есть вот что-то подобное для вас может вам служить хорошим доходом. Уделите внимание, правда. Тут может быть такой контекст, что когда вы меньше будете работать, а получать будете больше. И это будет сопряжено, что вы осваиваете что-то новое. Не тогда, когда мы заняты привычной работой, а именно что-то совершенно с элементом новизны вы осваиваете. И для вас эта карта заслуженного успеха будет говорить о том, что позаботься о своем успехе, Телец.
Февраль – прекрасное время. Не упусти, не расслабься. Вторая карта и все ключи вы можете выбрать. Восьмерка жезлов – это карта скорости, это карта возможностей. Иногда это карта трансформации. И вот эта колода метафоры передает нам, как вы выбираете ключ. Вам как будто помогают, но все же это подсказки вашей интуиции. С другой стороны, да, мы слушаем интуицию, но самое главное, не откажите себе, допустим, от своей мечты. Или что вы хотели осуществить, что вы планировали. Вот здесь это будет очень важно. Почему? Потому что какая-то прежняя мечта или, может быть, живет в вас какая-то мысль, что я всегда хотела себя попробовать в новом деле или что-то осуществить. Вы знаете, вот именно эта концепция будет для вас указывать правильное направление, чем вам стоит заниматься. Может быть, как дополнительную работу или, первые шаги в чем-то сделать. Но кто знает, может быть, вот эти ключи, они окажутся как ключи судьбы или как знаки судьбы. Здесь и знаки судьбы тоже могут проходить, потому что восьмерка жезлов – это карта еще и скорости. Поэтому тут может быть, так как вполне вероятно, начало февраля, вот если вы смотрите мой расклад в начале февраля может идти еще так как-то спокойно все. Ну, кто знает, в середине где-то февраля словно убыстряются события. И если так вот планетарно, первая половина месяца, она может быть связана как раз с вопросами работы, а вторая половина – это больше общения, больше отношений, переезды, перемещения, и вообще могут быть и знакомства с новыми людьми, или вы можете попасть в какой-то новый совершенно социум. Одним словом, убыстряется, вы набираете темп. Вот такой февраль. И что же третья карта? Ну вот, наверное, не жди того, кто не придет, сам для себя не поставь каких-то рамок, не ожидай какого-то более удобного момента. Самый удобный момент буквально с начала месяца. И нам показана женщина, явно она пришла, как будто нам хочет художник это передать. Пришла она давно к этой двери и присела, и в надежде, что эта дверь сама откроется. Так она и осталась сидеть. И за это время и дверь заросла плющом, и женщина успела состариться. А дверь как была закрытой, так и закрыта. Карта говорит, все двери, телец, ты должен открыть сам. Не жди, что кто-то, для тебя тут более какой-то удобный случай создаст. Или что завтра будет лучше, чем сегодня, а ты просто бездействуешь и ничего не предпринимаешь. Нет, все же, предыдущая карта как раз об вашей активности говорит. Ну, давайте мы посмотрим. Если мы сказали, это внешние события, вот как непредвзятые энергии, а что же ваш внутренний мир? У кого-то может быть, знаете, такой сложный выбор, когда вы с большим объемом информации, с большим количеством людей общаетесь, или это вы, вот как по шестерке мечей, направление свое избираете. Вы можете, как и новые источники заработка, изучать, примерять на себя, пробовать, делать первые шаги, и уже в зависимости от этого ориентироваться, буду я это применять или нет, я от чего-то отказываюсь. Вот, наверное, методом проб. Вы или карта где-то говорит о том, что лучше не ждать, а как раз попробовать. С другой стороны, не думайте, что это с точкой что-то будет. Потому что я называю пятерка жезлов, это карта информационного хаоса. И если мы говорим о ваших ощущениях, мои дорогие тельцы, правда, в феврале может быть какой-то внутренний раздрай. Потому что, с одной стороны, много чего интересно. Или много чего хочется успеть. Многое непонятно, опять же. Ну, вот какой-то такой вот хаос трансформационный у вас может присутствовать. Или когда много людей пытаются на вас воздействовать. Один говорит одно, другой что-то призывает, может быть, даже к другому. А приходит еще и третья информация. Я называю информационный хаос и обычно предупреждаю по этой карте. Вы можете получать письма, к примеру, на почту. Или вы можете получать какие-то сообщения. Вот здесь будут и фейки тоже. Для вас ваша задача разграничивать, что правдиво, а что ложно. Не доверять сразу всему, а где-то наблюдать. И посмотрите, у вас выпадает восьмерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде, на деньги, на работу, на труд. Это все то, что я сказала, и карта говорит, продолжай. Либо ты победишь, либо у тебя не хватит терпения. Тут и правда по деньгам со знаком плюс, а с учетом еще и, как у вас две восьмерки,
ускорение у нас как раз карта. Но вот где-то середина месяца, может быть, февраля. Хотя все сроки, они такие не конкретные, они размытые, понятно. Но здесь у вас может что-то получиться с хорошим плюсом, когда вы выруливаете на обгон. Правда, или вы уже точно понимаете, какая стратегия, которую вы пробовали прежде, теперь у вас срабатывает и будет приносить деньги. Иными словами, эти ключи вы находите. Давайте достанем третью карту. Ну точно, карта эгоиста. Но это тот эгоист, обратите внимание, да, нам показано на карте человек, он один. Но он в таком достаточно богатом убранстве, одеждах, золотые кубки. Ну и сам он достаточно доволен. Но карта такая темноватая на заднем фоне. И она может говорить, что буквально тельцы вы ударитесь в работу, в заработки, в свои какие-то проекты. И вы выпадете из личной жизни. Вот я такое могу предположить. Или, может быть, с учетом того, что пятерка мечей, может быть, была какая-то у кого-то ссора, или какой-то по личным отношениям невыясненный вопрос. Часто пятерка мечей говорит о первой победе. Но мы не смогли договориться, мы не услышали друг друга, или были к этому предпосылки. Вы знаете, я вам могу сказать, вы даже вспоминать не будете, какие там двери перед вами были открыты, закрыты. Телец занят делом, вы остаетесь с собой февралем. Довольны. Да, это не будет просто. Это потребует как и поиск вот этого самого ключа, так и поиск направления. Много работы у вас, много работы. Но и эффект вас будет радовать. Пусть это будет какой-то незначительный, но это будет прорыв, мои дорогие тельцы, по части работы или откуда к вам приходят деньги. Давайте, что же нам на март? Вот какие-то перемены, которые врываются буквально в вашу жизнь. Карта башня. Иногда это события непреодолимой силы. И знаете, по преданию, это ведь всегда карта башни – это тюрьма. И нам казалось, что это цитадель. На самом деле это было, ну, как ограничения были или какие-то кандалы на нас. И вот теперь, может быть, это всегда, как старший аркан выпадает, передает нам концепцию того, что вокруг тебя что-то будет меняться. Это не есть твоя жизнь, но это то, что с твоей жизнью связано, и то, что в нее приходит. И поэтому вовремя сориентироваться. Нам буквально тут башня разрушается, и бушующее море или океан спасаются бегством. И, в принципе, по этой карте создается или может теоретически создаться такая ситуация, которая от вас потребует быстрого решения. Или вам придется, ну, принять какую-то данность, то, что случилось или произошло, или вокруг вас, ну, или что-то резко меняется. И здесь у каждого по-своему. Я, конечно, понимаю, что мы с вами вообще живем в эпоху перемен, и тут все что угодно может меняться. Это на самом деле так. Но у кого-то в более такой узкой плоскости, когда меняется что-то у вас на работе, или изменения в личной жизни, когда приходит какая-то информация из разряда, которую мы не ждем. Давайте откроем вторую карту. Поэтому быстро придется с чем-то сориентироваться, разобраться. Может быть, по части личной жизни. Двойка кубков. Любовь. Поэтому для кого-то перемены в личной жизни. Вот конкретно так. И, возможно, вы с вашей семьей, с вашей парой задумывали переезд, например, или строили какие-то планы. Скорее всего, корректировать планы здесь придется не только вам, а может быть и вашей второй половине. Но как вместе, сообща, в зависимости от новостей или от того, что будет происходить. Для тех, кто один или одна, здесь как раз, кто знает, может быть, вот эта падающая башня или тюрьма заканчивается, открываются как раз прежние препоны, и вы можете свободно перемещаться, и кто-то будет планировать встретиться с человеком. Эта карта очень добрых отношений, и самое главное, если мы с вами говорим про открытые двери или закрытые, все же колода так называется, то по карте башня выход есть. Вообще дверей как таковых нет. Вот уже все выбежали. И здесь, посмотрите, врата красивые, открыты в будущее. Поэтому личной жизни в марте месяце карта рекомендует уделить внимание. Давайте посмотрим, что у нас там третья карта. Ну, видимо, будет продолжение какой-то информации, или вы сами собираете информацию, потому что это вам нужно. Может быть, вы работаете с большим объемом информации, но вообще где-то по семерке жезлов это когда
на нас воздействует много разных сил. И много людей, кстати, тоже. У каждого свои намерения, планы, цели. И мы, по крайней мере, люди могут думать, что мы можем быть полезными. Но вот обратите внимание, о чем нам говорит карта. Внешние события тебя телец вынуждает, вот как этот человек. Сразу на карте и не понять, закрывает он вход в грот или открывает. Вот для кого-то вы будете открыты, а для кого-то вы будете закрыты. Или будете закрывать возможность к общению. Что-то вы будете тут фильтровать или буквально менять свой социум. И такое я могу предположить. Сдвину немножко эти карты. Я хочу раскрыть, что же ваш внутренний мир, ваши внутренние ощущения на март. А потом откроем 3 карты, к чему все идет в момент перехода. Что же для вас события? Ух ты, вот как бывает. Тут, правда, какие-то будут события извне, и вы от этого зависите. Вот буквально в март. И смотрите, первая карта, как в колоде 78 дверей, так и в колоде, который внутренние ощущения. Мир внутренний и мир внешний. Так вот здесь вот именно внешние события могут на вас так оказывать влияние, потому что будет важно не растеряться, увидеть какую-то реальность. Или вам могут что-то, ну как, или предложить, или может произойти через обстоятельства, сложиться такая ситуация, которая от вас потребует и быстрого выбора, и быстрых действий. Но я не могу сказать, что тут есть какие-то преграды. У кого-то буквально, смотрите, старший аркан, когда нужно будет собраться, подпоясаться и отправиться. Но вообще, правда, по аркану башни действительно как тюрьма. И карта колесницы нам ведь о чем говорит? Оставляй прошлое позади. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Поэтому не поддаться желанию повторить какой-то, ну, как свой успех или в привычном шаблоне. Ведь, по сути дела, что башня? Это прежние шаблоны наши рушатся. Или какие-то стереотипы. И нам нужно себя перестроить. Причем в ту сторону или в том направлении, что для нас будет перспективным. И поэтому мы можем еще и где-то растеряться на первое время, а карта колесницы нас как будто подгоняет и говорит: успевай, держи руку на пульсе, успевай что-то сделать вовремя, потому что сегодня возможность есть, и ведь это прекрасная карта успеха, но она потребует быстрой организации, быстрой адаптации, быстрой как и решения, так и решимости на что-то. Может быть, и буквально куда-то поехать или очень далеко. Ну, у кого-то и поближе, может быть, и высокие инстанции. Тут ведь у каждого по-своему. Кому-то документы будет возможность согласовать именно в этот момент, в этот период. Для кого-то из вас по работе решить какие-либо вопросы. Ну, а для кого-то и правда в личной жизни. Давайте посмотрим, что же еще. Для вас нет ничего невозможного, мои дорогие тельцы. Вот посмотрите, опять же, 3 старших аркана. И если мы говорим про башню, да, тут действительно какие-то оковы рушатся, какие-то препоны как будто тоже не спадают, оковы, цепи, назовите как угодно. Конечно, будем внимательны, потому что мы, как я уже сказала, не ждем, что что-то там из прошлого к нам вернется. Обе карты говорят, что прошлое уже не повторится. И даже если где-то, мои дорогие тельцы, вы, допустим, сожалеете о чем-то, или что-то у вас не случилось, не произошло, может быть, это связано с личной жизнью, есть как и сожаление, или какая-то реальность, которая тяжелая реальность, тогда обе карты говорят, что нет, вот в этом нужно как бы поставить точку. Это случилось, или то, что даже сейчас происходит, мы это не можем отменить, но и застревать в этом ни в коем случае нельзя, ведь не случайно на первой карте это внешние события спасаются бегством. Но, может быть, и правда, иногда правда проходит по аркану башня, когда мы должны бежать в другую сторону. Бывает и такое. И аркан колесница нам будет говорить, кстати, о личной жизни, что есть тот человек, как минимум, пусть это не обязательно любовная история, но кто-то вас готов поддерживать. И третий аркан, мы сказали фильтровать, да, ваш социум, ваше общение. У вас карта алхимика, карта мага. Все в вашей власти. Да, здесь могут проходить и люди, которые пытаются вами манипулировать, что получается по 7 жезлов.
но и у вас достаточно сильная энергия. И если это ваше мироощущение, вы, мои дорогие тельцы, будете понимать, да, хоть камни с неба, но я иду вперед, я мчусь, может быть, вперед. И вы будете ощущать в марте достаточно сил, энергии, и, может быть, вы будете даже готовы действовать как-то совсем не так, как действовали прежде. Здесь, правда, у вас ломаются какие-то шаблоны, но телец быстро перестраивается. Давайте вот этот момент перехода между прошлым и будущим, или к чему все идет. Смотрите, какая-то, может быть, как из прошлого ситуация по Верховной Жрице. Это карта тайны. Здесь может тайна какая-то открыться. Или какой-то вопрос, который стоял на паузе, здесь проясняется. Но тогда карты вам будут говорить, если с заходом где-то на февраль, у нас всего 3 карты, то тогда ты прими во внимание, храни молчание по некоторым вопросам. Сохраняй свою тайну, сохраняй самого себя. Ведь это карта независимого человека, который умеет видеть как в 3D-измерении. Он умеет оставить прошлый тяжелый опыт как ситуацию, чтобы, ну как опыт, чтобы не повторить какие-то ошибки. Умеет правильно ориентироваться в сегодняшнем дне и прислушивается, безусловно, к своей интуиции, к подсказкам собственного шестого чувства. Доверяет самому себе. Это самоодобрение и самодоверие карта. И в этом сильная позиция. Никто никому ничего не доказывает. Но если необходимо, отступает полшага назад и наблюдает. Давайте посмотрим, что дальше. Ну, конечно, мы все разные. У кого-то буквально проиграется, что вы по 4 кубков, как долго раскачиваетесь, не хотите ничего менять. Мы все разные. И кто-то, даже несмотря на то, что, ну, вот есть ощущение, что вы, мои дорогие, живете в эпоху перемен. Но решиться на эти перемены духа не хватает. Или кто-то может сказать, вообще я ничего не хочу менять. Тогда примите во внимание, что перемены все равно будут. Но мы тогда словно отдаем на волю случая нашу судьбу. И карта 5 жезлов очень красноречиво нам говорит. С одной стороны, мы можем пытаться пробить как какую-то брешь, как вот эту дверь. Нам герой показан. Мы хотим что-то осуществить, а там не то, что дверь, а там замуровано все. И это из разряда прежнего опыта, каких-то прежних ошибок. Мы чего-то не договорили. Или мы, может быть, был какой-то конфликт, но мы не выяснили отношения до конца, или мы не чувствуем, что моя правота настала. Да? Вот есть такое, бывает, когда мы с кем-то повздорим, а потом, ну, мы как будто недообъяснили что-то, а на самом деле это не имеет значения. И карта 5 жезлов нам где-то говорит о том, что да, вот этот информационный хаос, с одной стороны, будет продолжаться с заходом на март, и тебе придется анализировать ту информацию, которую ты слышишь, перепроверять ее. С другой стороны, если ты неправильно оценишь эту информацию или какую-то обстановку, ты можешь захотеть вот буквально эту замурованную стену пробить, и ты даже ее пробьешь, но не факт, что то, что ты увидишь за этой стеной, тебя обрадует. Давайте я достану еще одну карту. К чему все идет? Что это может означать, ваше внутреннее состояние? Для кого-то конкретно или вопросы по королю мечей, связанные с оформлением или соглашением в высоких инстанциях, может быть, с высокими чиновниками, с руководителями на работе, какая-то прежняя, вот как по Верховной Жрице, мутная ситуация, мутно непонятная. Она здесь, может быть, присутствует как в феврале, конец февраля, так и с заходом на март месяц. У кого-то это могут быть и по части личной жизни. Это могут быть король мечей, ну вот такой человек достаточно жесткий или привык, который поступать как-то по-своему. Не очень он альтернативу рассматривает, но в то же время это те люди, которые, ну, достаточно уверенно и прочно стоят на земле. Или это могут быть, к примеру, у кого-то, если есть слушание в суде, адвокаты, юристы, все, что с этим связано, или какую-то информацию вам нужно будет действительно прояснять и обратиться за помощью, к примеру, юристу. Для кого-то из вас это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей или имеет там асцендент. Человек может об этом и не знать.
Или для кого-то из вас прояснить по части здоровья, уделить внимание самим себе. Мои дорогие тельцы, внимание, вот здесь на весь 2025 год, это астрологически, если вас что-то беспокоит, не ждите, что пройдет само. Помните, что только доктор может правильно, объективно, именно объективно, мы все субъективны по отношению к самим себе. Так вот, только доктор может определить ваше состояние здоровья. Поэтому, может быть, пройти обследование, ну и все то, что предложит врач. Одним словом, тогда идем к врачу. Вот и все. Потому что врачи проходят, как и люди в погонах или в форме, проходят по королю мечей. И вот все то, что я перечислила, люди самых разных профессий или конкретный человек. Вот есть какая-то ситуация, которую нужно прояснить. И для вас это будет важно. Я должна сказать по шестерке пентаклей. Ну, или ты застреваешь буквально, вот как нам этот персонаж в прошлом показан. Ну, его дверь у него открыта, кстати, это он сам никуда не торопится. И тут его весь интерьер показывает, что его устраивает такое положение вещей. И вот кто-то останется, мы все разные, и не будет ничего менять. Даже не хочет смотреть, что там происходит, что называется, в нашей жизни или вокруг нас. А кто-то будет зарабатывать деньги. По шестерке мечей, правда, какой-то прорыв денежный у вас может быть. Конец февраля с заходом на март месяц. Или даже для кого-то, если есть патовая финансовая ситуация, по шестерке пентаклей всегда есть человек, который нам приходит на помощь, может как-то выручить. Но будьте внимательны. Эта карта не предусматривает, что вы кому-то даете в долг. Для вас будет важно сохранить все деньги. Но, видимо, деньги к деньгам. Вот в момент перехода или к чему все идет. Если мы спросили, для вас будет очень важно сберечь какую-то сумму. И у каждого тут по-своему. Ну, вполне вероятно, и мы уже с вами посмотрели на март, что там какие-то перемены грядут. И, возможно, вы себе скажете спасибо, что не потратили куда-то деньги. Деньги, потому что есть, деньги будут. И вроде как по нарастающей. Но вам помогает как пространство, вселенная, высшие силы, назовите как угодно. Именно денежный вопрос, как в эквиваленте денежном получить, потому что где-то в марте они вам уже потребуются, понадобятся. На кону, посмотрите, карта императрицы. И у кого-то это статусная карта, смена статуса по работе, смена статуса по личной жизни. Может быть, через какую-то турбулентность или через то, что вам придется альтернативные варианты какие-то рассматривать. Вообще вы надеетесь сами на себя. Когда выпадает аркан императрицы, это очень благополучный аркан. Но он хоть и говорит о вашей ресурсности, но он и говорит еще о том, что вы должны быть верны сами себе, и надеяться сами на себя. Вот это будет очень важно. Это как символ нового «я». Может быть, у кого-то через деньги, через, тем не менее, да, шестерка пентаклей, или через какую-то рабочую концепцию. Это к вам приходит больше уверенности, больше возможностей, больше ресурсов каких-то у вас будет в руках в момент перехода решить какой-то вопрос. Вам действительно, словно ангелы, мои дорогие тельцы, помогают. Давайте мы посмотрим дальше, что уходит или что вы будете трансформировать. Вообще, это карта победителя, мои дорогие. Трансформировать ваш успех. И всегда эта карта победителя, шестерка жезлов, она говорит, что да, успех у тебя будет, победа будет, но ты не можешь расслабиться, ты должен удерживать эту победу. Иначе все пойдет наперекосяк. Вот что вам нужно делать. Вам нужно удерживать. И вот пусть это будет маленькая какая-то в чем-то вами одержанная победа, но расслабиться нельзя. Нужно все контролировать от начала до конца. Что происходит по работе, допустим, или что происходит в вашем личном деле, творчестве или бизнесе, что происходит и в личных отношениях. Иными словами, вот эту победу мы держим и держим руку на пульсе. И вот, пожалуйста, нам уже человек, посмотрите, он входит в просторное помещение, и все ему аплодируют. И вот это надо удержать. Или, может быть, в какие-то новые варианты все же жезлы, дела, работа, бизнес и деньги больше обрисовывают. Перестроить на какой-то новый лад, новые рельсы в связи с той обстановкой, которая у вас будет открываться в марте. Давайте мы посмотрим, в чем же ваша сила в правильном выборе. Аркан влюбленный будет говорить и, может быть, о личной жизни, решиться в конце концов и выйти из какого-то одиночества.
у кого-то вот так может проиграться. Может быть, будут вопросы связаны, как выбор вообще, ведь это старший аркан, как и с личной жизнью вы на выборе, на перепутье между прошлым и будущим. Но тем не менее, пройти вот этот узкий фарватер между прошлым и будущим, на что-то решиться, может быть, принять какое-то очень важное решение, которое изменит вашу жизнь кардинально. И я вот так вижу, что от чего-то вы действительно не должны отказаться. Хотя, на первый взгляд, это может быть как уравнение с неизвестными, потому что всегда по аркану влюбленные есть такой вариант, что ни один какой-то выход, ни один человек, ни одна возможность, а как будто есть что-то еще. И это сродни правильного выбора. Давайте мы узнаем, что же будет дальше. А дальше надо учитывать, что будут какие-то согласования по закону, которые мы бумаги подписываем, или заключаем контракты, соглашения. И вообще карта дает совет, что ты поступай, телец, по закону. Так вот, если с вами готовы заключить договор, контракт или прописать что-то на бумаге, тогда в эту сторону стоит и доверять, и двигаться. Но если вас кто-то кормит завтраками или обещаниями, тогда нужно хорошенько подумать перед тем, как на что-то соглашаться. По аркану правосудия вы можете, что будет дальше, вы можете приводить в порядок все какие-то прошлые дела. Может быть, у вас с учетом марта вы задумаете очень быстрый, скорый переезд. К примеру, вы до этого думали, ну, так это было еще, без конкретных сроков. Я могу предположить, что у кого-то эти сроки уплотнятся или ускорятся. Будет какая-то конкретика, и тогда кому-то приходится подытоживать какие-то прошлые дела, потому что по аркану правосудия всегда идет причина и следствие. То есть что-то из прошлого, чтобы нам не напомнило в будущем. А если и напомнило, чтобы мы улыбнулись, или это было что-то приятное. Поэтому какие-то итоги, мои дорогие, вы подводите перед тем, как совершить квантовый скачок в будущее. По крайней мере, где-то март месяц вы можете как и ходить по инстанциям, согласовывать какие-то документы. Ну, а кто-то будет вот эти самые, как мы говорим, хвосты буквально за собой. Ну, может быть, вы и учитесь, тогда будете хвосты. Имеется в виду то, что вы не сдали, может быть, по сессии ходить и закрывать. Как раз вот мы и закрываем то прошлое, которое уже теперь не имеет значения. И выравниваем какую-то ситуацию по документам. Перекладывайте на себя, мои дорогие телецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.